Друзья, приветствую вас, дневной выпуск. Давайте посмотрим, что происходит и что нас ждет в ближайшее время. Так, ну у нас сегодня доллар укрепляется к рублю. Сейчас мы и посмотрим, к чему все это дело приведет. По евро динамика послабее. Тоже мы сейчас посмотрим, почему, с чем это связано. Ну тут как бы идет сейчас попытка разворота евро к доллару, то есть евро сейчас начинает ослабляться. Так, по нефти. Ну, вот опять же, обращаю внимание, из-за перекладки во фьючерсах, из-за того, что по-разному все компилируют это, может здесь отличаться вот это значение, вот это вот гэп там и так далее. То есть, ну, не надо так бурно реагировать на это. То есть, это вопрос как бы технический. Сейчас новый месяц наступит, апрель, и все обвалится на $10. Шучу, не обвалится сразу. Вот. И все как бы придет в соответствие, вот таких вот гармошек и разночтений в графиках различных компаний не будет. То есть по золоту там тоже, по-моему, такая ситуация, где-то мне попадался сегодня уже график, где тоже там это самое некорректно отображается. Так, ну что у нас, на двадцаточку идем. Так, индекс ММВБ пытается расти. S&P, сейчас посмотрим по фьючерсу, что происходит. Золото находится в боковике, пытается восстановиться. То же самое и серебро. Но с утра они несколько просели. Так, какие у нас бумаги на сегодня оказались интересны? Это Полиметалл, Ростелеком, Прифы Сургута, Полюс Золото, ну, Алроса и МТС. Так, ну давайте сначала мы пробежимся по новостям, что происходит. Новость номер 1. Национальный банк Китая снижает ключевую ставку. Но он как бы не сильно ее снижает, всего лишь на 0,2% на операции репо. Но это как раз те операции, которые связаны с кредитованием под залог ценных бумаг. То есть для того, чтобы ликвидировать кризис ликвидности и получить денежные средства, с помощью этих операций производит восстановление ликвидности. Так, но с учетом того, что Банк Китая, он как бы вообще подобные вещи делает крайне неохотно и крайне редко, то это уже как бы получается Титаник двинулся, и они сейчас посмотрят, мудрое китайское коммунистическое руководство посмотрит, какой это будет иметь эффект. Уверен, что в текущих реалиях эффект им придется по душе, и они продолжат эту игру дальнейшим снижением. Но уже как бы исходя из этого, то есть по сути снижение ключевой ставки это по сути девальвирование по отношению к доллару. То есть, ну как, здесь пока еще не девальвирование, но уже как бы начало процедуры ослабления дальнейшего юаня к доллару США. Хотя, как бы у юаня есть такая особенность, что его курс регулируется Центробанком Китая, и там особо не поспекулируешь, но тем не менее, то есть это говорит о запуске определенных макроэкономических механизмов, которые позволят китайской экономике быстрее восстанавливаться. Но если вот смотреть на Форексе китайский юань к американскому доллару, то видим, что последний месяц идет рост доллара к китайскому юаню. Ну и вот когда будет достигнуто значение 7,2, по-моему, 7,19, то есть здесь будет двойная вершина, или будет пробой на растущих объемах и космос, или будет откат. Но судя по тому, что они начали снижать ставки, наверное, будет пробой и дальнейший рост доллара к юаню. Ну, подобные шаги, они делаются для того, чтобы удешевить финансирование и упростить выход из сложившейся непростой экономической ситуации, кризисной. И поэтому вполне логичный шаг, я думаю, они на этом не остановятся, они будут и дальше снижать. Ну и, в общем-то, вполне закономерно те экономики, которые производят прибавочную стоимость, для них в таких условиях снижение процентной ставки это очень весомый бонус. Далее, следующая новость. Все танкеры, происходит невероятное, все танкеры заполнены нефтью под завязку. То есть, сейчас сложилась критическая ситуация. И на рынке накопился очень большой избыток нефти. И этот избыток нефти, он растет как снежный ком. И вот здесь, в этой статье на Zero Hedge, авторы проанализировали, что для того, чтобы вот не произошло такого вот шипа и навеса
в 20 миллионов баррелей избытка, который вот на апрель у них рассчитан, необходимо, чтобы одновременно затормозило и в течение какого-то времени не выкачивала нефть Саудовская Аравия и Россия. Ну, наверное, как бы это провокация. Почему, собственно говоря, Саудовская Аравия и Россия должны прекратить? Пусть Соединенные Штаты прекратят. То есть они же всю эту гонку инициировали. На самом деле, то есть это же Штаты начали сланец качать. Вот, и типа теперь вот давайте, ребята, вы не будете качать, и мы уберем навес нефти. Ну, изящное решение, очень изящное. Но я думаю, другие участники процесса, которым оно адресовано, они без энтузиазма отнесутся к такому вот элегантному решению проблемы с избытком нефти на рынке. Но что я могу сказать? Такой как бы избыток, он будет очень сильно давить на цены на нефть, и мы можем увидеть заход на 15 вполне, может быть даже как вариант на 10. Что будет дальше, посмотрим. То есть здесь такое резкое снижение цены, оно, если не надолго происходит, оно на самом деле для крупных экспортеров нефти имеет определенные плюсы. То есть вот эти все страны, которые там сланец добывают и так далее, то есть их действительно начнет выносить при таких ценах на нефть. Конечно, если даже при текущих ценах на нефть какое-то время продержаться, то негативные эффекты наступят и в России, но и в Саудовской Аравии. Даже, наверное, в Саудовской Аравии впервые они наступят. Вот. Но тем не менее, то есть ход мысли мне очень нравится, как это самое, что Саудовская Аравия и Россия должны прекратить качать нефть. Супер. Так что ждем в ближайшее время, когда по нефти будут цены выдавливать еще ниже. Потому что такой вот шип, и что все танкеры заполнены, некуда заливать избыточную нефть, будет сильнейшим образом давить цены на нефть. И как вы видите из этого графика, здесь вот этот вот максимум приходится где-то ориентировочно, но на начало апреля, вот этот избыток нефти. Далее предполагается, что начнется завершение карантина в США и Европе и начнет восстанавливаться Китай. И на фоне этого вот этот вот навес, он будет спадать, и цены на нефть, и объем потребления нефти будет расти. Но по нефти продолжается снижение, то есть не удержался вот в этой проторговочке, разворотная формация в очередной раз не сработала. И здесь, по сути, мы сейчас продолжаем движение, и, соответственно, это движение, оно, я думаю, где-то на 18,5 или на 20 должно притормозить. Ну и, собственно говоря, что мы имеем? На этой неделе начинается апрель, и если следовать этому графику, то на этой неделе, либо на следующей неделе в первой половине мы получим максимальный избыток предложения нефти, и судя по вот этой картинке, мы можем увидеть просадку там вплоть до 15-10 долларов за баррель. Если действительно вот это соответствует реальности, такой прогноз. Ну и вот еще один метеорит в этот огород о том, что мы имеем окончание суперпузыря кредитного цикла. Здесь вот анализ проведен, что был первый пузырь, это доткомы, когда был крах доткомов, потом housing bubble 2008 год, когда кризис с ипотечными бумагами, деривативами произошел. И сейчас имеем everything bubble, то есть пузырь, который вообще на чем угодно, на всем надут. На всем и на каждом. Ну и в соответствии с вот этой парадигмой будет движение вот сюда. Ну и по факту того, как сдуется вот эта средняя задолженность, мы увидим возврат средней задолженности на уровень 90-х годов, ну или на момент кризиса 2008 года. И здесь уже, собственно говоря, возникнет база для какого-то дальнейшего развития и дальнейших маневров. Но сначала нужен пирокатарсис, вот это вот движение вниз. Так, ну давайте рассмотрим. Вот евро-доллар. Здесь критический уровень это 1,10. Вот если будет пробитие на растущем объеме, мы увидим дальнейшую просадку евро к доллару. И здесь уже, скорее всего, будет очень быстрое движение на 1,095. Вот здесь возможен будет отскок при снижении объема торгов. Вот. Но больше вероятность того, что если вот мы из этой
проторговочки выйдем, то будет пробит и этот уровень, и евро уже покатится сначала на 1,0905, и следующее движение будет на 1,0814. Здесь он проторгуется, и если не будет пробит 1,0757 на растущем объеме, то вполне вероятно, что отсюда может быть отскок и рост евро на вот эти вот значения, которые были сейчас им достигнуты. Но пока на текущий момент ситуация развивается таким образом, что больше вероятность на то, что снижение продолжится. То есть вот здесь вот может быть краткосрочный отскок, отработка 1,1066, и потом по факту реализации этого отскока движение вниз продолжится. Вот сейчас пока на текущий момент времени рост не подтверждается объемом, то есть отскок объемом не подтверждается. Снижение объемом подтверждается, а рост не подтверждается. То есть вот в зависимости от того, как закроется час, в 18:00 по Москве, можно будет увидеть большую вероятность того, в каком направлении вот эта ситуация она разрешится. Пока как бы скорее на короткий отскок и потом откат и движение вниз. Вот текущее мое видение этого вопроса. Так, дальше USD рубль tomorrow. Ну, что здесь происходит? Если нефть сейчас продолжает движение вниз, то рубль будут отпускать. Вот очень активно, скорее всего, ЦБ включится и будет распродавать валюту при достижении 81.56, 82. Вот в этом диапазоне, скорее всего, его сейчас не выпустят, кроме как будет резкое движение нефти на 15 там, или 10 долларов. Я думаю, сейчас будут вот этот диапазон держать, и только при существенном снижении цены на нефть сейчас будут отпускать дальше движение на 86,94. То есть сейчас вот это будет заград позиция, вот, на которой начнут активно продавать. И только при сильном снижении нефти вот этот уровень отпустит, и он полетит вверх. Вот. Ну, что я здесь думаю? Я думаю, что при таких ценах на нефть рубль будет ослабляться. Но это вполне как бы очевидно, здесь никаких иллюзий быть не должно. По поводу там Армагеддон, не Армагеддон, там 120, 150. Ну, посмотрим, если нефть будет 10, то я думаю, что как бы слово Армагеддон и доллар за 150, они не будут ассоциироваться друг с другом. Это скорее будет новая реальность. Вот. Ну, потому что там просто ЦБ не хватит на длительное время для поддержания курса национальной валюты резервов. И я думаю, там будет просто принято политическое решение их не тратить. Вот, и отпустят, и полетит он на 150. Здесь надо понимать, что тут вопрос не в том, как бы там Армагеддон, не Армагеддон, а вопрос в том, что будет с ценами на нефть и со спросом на нефть. Вот многие упускают этот момент, что помимо цен есть еще такая вещь, как спрос, потому что ты можешь продать там по 100 долларов за баррель, но если при этом спрос будет там в 10 раз меньше, то ты ничего не выиграешь, ты наоборот потеряешь. Поэтому здесь мы являемся в данном случае заложниками восстановления мировой экономики и энергетической системы. То есть говорить, что вот мы зависим от цен на нефть, это не вполне корректно. Может быть в моменте да, но в среднесрочной перспективе нет. Потому что если даже будут высокие цены на нефть, но при этом добычу срежут, то как бы не факт, что ситуация она будет лучше. То есть может быть это даже и хуже будет, потому что просто выручка упадет. И чистая прибыль упадет. Такое тоже может быть. Вот, поэтому сейчас, скорее всего, будет вот коридор движения до 81.56 и нижняя граница 79. Если нефть вдруг пробивает вверх 30-31, уходит на 35, конечно, мы увидим движение на 77, пробитие этого уровня и уход на 75-74,5. Но поскольку мы видели с вами волшебный график о очень большом избытке на весе сырой нефти, который будет в конце марта, в начале апреля, то скорее всего мы увидим негативную динамику и ну как минимум движение рубль-доллар вот сюда вот. И если нефть будет торговаться на 15-10 долларов, то вполне как бы мы увидим и ну как минимум задерг на 86 или 94 рублей за доллар.
А если нефть останется на низах, то и рубль, соответственно, не будут укреплять. Он там так и будет 86,94 ходить. Может быть, даже еще выше доллар пойдет. Так, друзья, ну далее у нас идет Сбербанк по плану. Что я могу сказать? Ну, Сбербанк не допадал, то есть вот он сюда на 172 не дошел. Это на самом деле не очень хорошо. Ну, точнее, как сказать, вот для среднесрочной перспективы это вполне нормально. То есть вот он сюда сходил, здесь вот эту цель отработал, 175,5, у него появился мотор для того, чтобы отскочить. Но, конечно, для того, чтобы у него, скажем так, больше образовалось пороха, надо было его сюда куда-то загнать. И тогда при текущих условиях, если бы нефть не обвалится ниже 20 Brent, то мы вполне как бы отсюда бы увидели очень динамичный отскок. Так как бы сейчас вот он отскочил, он здесь цель определенную отработал, закрыл. И теперь вот он вернулся к тому уровню, который был, скажем так, нижней границы в предыдущем накоплении, вот здесь вот. И теперь как бы он является, скажем так, очень восприимчив к тому, куда сейчас пойдет нефть в данный момент. То есть если динамика все-таки продолжается на снижение, то мы возвращаемся вот сюда вот. Здесь либо будет двойное дно и отскок при условии того, что будет стабилизация цен на нефть, ну или рост. Или же вот этот вот уровень будет пробит, будет заход на 172,1 и при пробитии 172,1 асфальт, привет шахтерам, движение на 155. Текущая формация свечная показывает на то, что вот завершилась вот эта вот локальная модель роста. И сейчас здесь произошел разворот. Ну, цель, первое движение этого разворота это 178. Тут совсем чуть осталось ему идти. И потом тестирование вот этого двойного дна. Двойного дна и другого двойного дна, который 172,1. Но опять же подчеркну, тут мы являемся в данном случае производной от цен на нефть и от американского рынка. То есть если нефть продолжает падать и американский рынок будет при этом падать, то мы стремительно полетим вниз. Но если по американскому рынку позитивная динамика, а нефть падает, то скорее всего мы будем ходить в боковике. Ну и сейчас очень интересная такая ситуация складывается, потому что по сути сейчас происходит снижение цен на нефть и в то же время рост американского рынка. Поэтому видите, вот он как начинает колебаться ни туда, ни сюда. Вот, но технически здесь картина указывает на то, что должно сейчас быть движение хотя бы вот сюда вот на 178. То есть вот здесь разворотная формация, цель движения на 178. Если все-таки эта разворотная формация не будет реализована, то есть вот эта часовая свеча, она уйдет вверх и закроется выше вот этой пимпочки, то есть 183,3. И еще здесь объем будет, ну, хотя бы сопоставимый с вот этой падающей свечой, то здесь как бы вполне возможен как минимум короткий выстрел и отработка цели 188,5. Но все-таки с учетом такого падения нефти, я думаю, больше вероятность того, что будет движение вниз вот сюда вот. Так, далее Газпром. Ну, что я хочу сказать по Газпрому. По Газпрому вот здесь был сильный набор позиций с утра на провале. И сейчас, даже невзирая на то, что цена на нефть снижается, его тащат наверх. Ну, я так предполагаю, что крупняк, который здесь набирал позиции, он его вот в этом диапазоне 177,3, 178,6, он его будет раздавать. И потом при текущей ситуации, когда нефть снижается, вот после раздачи выше вот этого красного уровня 177,5, мы увидим снижение и движение вот сюда вот на 173, ну или 174, вот сюда вот в этот диапазон. Ну как бы низкая нефть, она возьмет скорее всего свое, потому что тоже есть достаточно серьезное влияние и на Газпром, ну как часть нашего рынка. Вот. Но с другой стороны, конечно, есть вероятность того, что на фоне роста американского рынка его потащит вот сюда, вот на 182,5. Но с учетом текущей ситуации по нефти, я думаю, это маловероятно. То есть для того, чтобы он сюда пошел, надо не только, чтобы американский рынок рос, но и нефть начала отскакивать. Потому что, ну иначе это просто стрёмно, мне кажется, разгонять так котировку при таких ценах на нефть. И тем более мы с вами видели график, по которому наиболее вероятный сценарий это снижение нефти в конце марта, начале апреля.
Так, далее Северсталь. Ну смотрите, по Северстали мы немножко цели не выполнили. На фоне там позитивных торгов в Китае вполне как бы предсказуемо отскочили. И американский индекс, там фьючерс на него рос. Вот, сейчас здесь какие могут быть варианты развития событий? Или мы вот добьем сюда вот на 850, может быть 860. Или здесь вот после пробоя 834, 833 на растущих объемах откатимся сначала на 822 или сходим вот сюда вот на двойное дно 807. Здесь как бы больше, наверное, факторов указывает на то, что может быть тестирование нижней границы, ее пробитие и уход вниз. Потому что вот эта вот свеча, и она как бы указывает на то, что здесь была раздача тех позиций, которые набрали вот здесь вот. Но если вот здесь будет пробой на растущем объеме 843, то следующая цель движения это либо 852, либо 860. Так, далее ГМК. Ну что хочу сказать по ГМК. Здесь идет разворотная формация, которая набирает силу. Первая цель движения это вот сюда вот 19620. Далее, если здесь закрепляется, не начинают падать объемы и не происходит отражение, следующая цель движения находится вот здесь вот 19860. И конечная цель движения, ну, в рамках нескольких дней, это 20 тысяч. То есть здесь высока вероятность того, что реализуется вот это вот движение вплоть до 20 тысяч. Сейчас обращаю внимание, что если будет задерг на объеме на 19150, 19120, на 19100, то, скорее всего, при пробитии вот этого диапазона сначала будет отработана цель 18970, и потом он пойдет вниз. Вот сюда вот отрабатывать одно двойное дно и второе двойное дно. На текущий момент больше вероятность движения на 19600, 19820 и потом цель 20 тысяч. Так, далее по ВТБ был вопрос. Ну смотрите, по ВТБ вот сейчас с учетом позитива по Америке, даже несмотря на то, что падает нефть, наиболее вероятный сценарий, цель движения 32892, вот сюда вот. По факту отработки этой цели, либо здесь начинается проторговка, и он будет удерживаться, и далее пытаться сходить на 36659, или отсюда пойдет откат, и уже здесь будет тестирование 29942, по факту пробития которого на растущем объеме будет уход на вот это вот двойное дно 2760. Пока здесь больше факторов, даже несмотря на нефть, указывает на то, что бумагу вот сюда вот дотащит, может быть даже вот сюда. Так, далее по полю золота был вопрос. Поле золота растет, но сегодня, тем не менее, по золоту была не очень позитивная динамика. Золото только сейчас вот начинает восстанавливать свои позиции. И смотрите, здесь поэтому два фактора. С одной стороны, сейчас вот золото пытается отскочить, оно разворотную формацию нарисовало. Вот, и другой момент. Все-таки по полю золота здесь считается, что идет заход крупного игрока. Потому что, как ни крути, само золото, а сейчас, как вы знаете, в западных странах имеется информация о нехватке физического золота, то есть его как бы буквально просто нету. То есть то, чем оперируют, это бумажные деривативы. А в хранилищах, как правило, оказывается, что золота-то и нет. Его там либо распродали, либо куда-то кому-то раздали. Ну, это, в общем-то, обычная ситуация. То есть американцы там в свое время периодически возникали такие вещи, там и французы, и немцы, когда пытались инспектировать хранилища, где золотовалютные резервы, там ну, либо их не пускали, либо какие-то казусные ситуации возникали. Поэтому на самом деле тут, что касается золота, особенно золота, ну и вообще драгметаллов, то если вы хотите, вот что называется, самый настоящий safe haven, здесь нужно слиток в руках. Или инвестиционную монету, не памятную, не юбилейную, а инвестиционную монету. Но это если про нашу страну говорить. Так, далее. Ну смотрите, растет золото, плюс как бы по полю золота начал крупный игрок заходить. Но, видимо, кто-то с Запада заводит свои деньги и в различные антиинфляционные инструменты их раскладывает. Ну, в том числе, как бы поле золота там в кризис делает золото, но как минимум падать не будет. И за счет этого идет рост. Поэтому вполне возможно, что по этой акции рост продолжится с определенными откатами.
Но вот сейчас, в частности, двойная вершина 11295, если на объеме будет пробита, то пойдет вверх с новой энергией. Если здесь сейчас пойдет снижение объема, то первая цель для отката это 11 тысяч. И следующая цель это 10 764. Ну и потом вот сюда вот на двойное дно 10 500. В случае пробития там, по шагам цели 10 300 и 9950. Вот, поэтому здесь сейчас вот вопрос, как он преодолеет. И преодолеет ли вот эту вот двойную вершину. Если он ее прошьет и пойдет рост объема, то в космос улетает. Если здесь сейчас пойдет снижение объема, скорее всего развернется и скорректируется. Но я думаю, что вот сюда 10 500 его могут вполне спустить. Но если сейчас все-таки пойдет резкий рост золота, то бумагу скорее всего попрет в космос. Но пока как бы таких вот оснований прямо не просматривается, чтобы золото сегодня выстрелило. Вот, его по идее приспустили, оно должно где-то в боковике побыть до среды, до четверга, а дальше уже как бы там как пойдет. Там 1 апреля же у нас, никому не верю, когда соглашение ОПЕК заканчивается. Вот и посмотрим, что там 1 апреля будет. Так, далее другая бумага, которая очень актуальна в наши дни, это полиметалл, который является прокси и на золото, и на серебро одновременно. Так, ну что у нас здесь? Сегодня сходили на хаи. Вот, после этих хаев идет небольшой откат. Ну, кстати, вот сюда в эту бумагу тоже, я смотрю, заходит. Очень энергично заходит кто-то большой. Но смотрите, вот текущая формация, она на что указывает? Вот сейчас либо будет пробой на объеме 1394,6 и, соответственно, пробой двойной вершины и уход далее наверх. Или здесь пойдет снижение объема и отсюда пойдет откат. Соответственно, то есть первая цель этого отката, она будет на 1324. И потом как бы глобально, скорее всего, откатится на 1230 вот сюда вот. Ну и в случае пробития вот этой проторгованной области 1170, здесь, скорее всего, пар выпустят и будут его спускать на 1047 и потом на 1020. Но такой сценарий сейчас мне видится маловероятным. Если его спускать будут, скорее всего, вот в этот диапазон, то есть диапазон 1200-1250, соответственно, здесь проторговка, набор позиций и дальнейший рост. Потому что здесь вот по этой бумаге прямо вот тут прямо четко идет набор позиций. Идет набор позиций каким-то большим дядей. Ну или куклам, как его еще называют. Вот. Но это не значит, что надо на всю котлету взять с плечом, без стопов и ждать, пока он до 2000 дорастет. Здесь как бы надо очень аккуратно действовать, потому что видите, какая волатильность, она не то, что любую прибыль, она любой депозит может разгромить моментально. Вот, и поэтому аккуратно со стопами. Сейчас я вот посмотрел бы, что будет здесь. Все-таки, я думаю, больше вероятность, что отсюда будет отражение и куда-то вот сюда, вот в эту проторговочку возврат. Потому что деревья, они до небес не растут. Долбанули, после этого нужно передохнуть, позицию набрать. И дальше по ситуации там продолжить рост. Но, опять же, если сейчас начнется ралли по золоту и серебру, то вот эта двойная вершина будет насквозь пробита и полетит он там на 1500 и даже может быть на 1700. Так, друзья, все, что-то затянул. Спасибо.